Никогда, слышите? Никогда не выбрасывайте орхидеи, даже если от них не осталось абсолютно ничего, кроме корней. Ведь даже на голом и, казалось бы, совершенно безжизненном остатке ствола орхидеи может затеряться одна единственная живая меристема. Из этой меристемы при создании правильных условий содержания и правильном уходе обязательно разовьется новая жизнь. А для того, чтобы весь процесс от активации меристемы и до цветения нового растения не растягивался слишком надолго, мы будем привлекать к уходу за этой новой орхидеей природных помощников или природные лекарственные средства. Все те же самые методы подойдут не только для выращивания деток на пнях орхидей, но и для выращивания подростков или рассады орхидей, а также для взрослых растений. Сегодня за несколько десятков минут мы пройдем путь от момента вручения в мои руки пня или обрезка ствола орхидеи до момента цветения новой орхидеи на этом самом пне. Итак, ориентиры сегодняшнего видео заданы, а теперь, как всегда, обо всем по порядку. В конце апреля прошлого года мой орхидейный друг, а точнее орхидейная подруга из другого города Приморского края, из города Артем, занялась омоложением своих орхидей. В результате омоложения верхушки с листовой массой были помещены в новые посадки, а нижние части, то есть обрезки стволов этих орхидей и прилегающие к ним корни, должны были за ненадобностью полететь в мусорное ведро. По моей убедительной просьбе обоим пням была сохранена жизнь. Их поместили в самые дешевые прозрачные пластиковые горшки и засыпали самым дешевым, уже отработанным ранее субстратом. В последних числах апреля прошлого года оба горшка с остатками орхидей прибыли ко мне во Владивосток. Около 2 месяцев потребовалось орхидее для того, чтобы активировать меристему на остатке ствола. И уже к концу июня прошлого года на этом сухом и, казалось бы, безжизненном пне орхидеи стала развиваться новая жизнь. О том, как активировать меристему, как помочь ей начать развиваться наиболее активно, уже создано отдельное видео. «Орхидея из ничего» – так называется это видео. Оно хранится в плейлисте «Фаленопсисы. Вопросы по уходу», и если вы хотите с ним ознакомиться, ссылку на него я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. В летний период, когда ночные температуры уже не опускаются ниже плюс 15 градусов Цельсия, детка орхидеи находилась на открытом балконе юго-восточной ориентации. На малышку выпадала роса, шел дождь и светило яркое солнце. В таких условиях новая орхидея развивалась не по дням, а по часам. Ну и, конечно, в таком активном развитии ей помогали биологически активные вещества нашего природного помощника. О нем чуть позже. Так, день за днем, неделя за неделей и месяц за месяцем у орхидеи появились 3 новых полноценных листа и самостоятельная корневая система. На момент выхода последнего видео об этой вновь явленной орхидее к концу октября прошлого года растение выглядело вот так. В большом горшке, чей диаметр составляет 16,5 см, новая орхидея не потерялась. Это позволило на момент выхода в эфир прошлого видео начать гадать, когда эта новая орхидея зацветет. Давайте еще раз посмотрим и вспомним, какими были обе детки на момент выхода предыдущего видео об этой детке полгода назад.
На переднем плане героиня сегодняшнего видео – детка фаленопсиса Яра Брайт. На заднем плане – детка фаленопсиса Келлион. Сегодня в ходе видео нам предоставится уникальнейшая возможность увидеть первое цветение обеих малышек. Когда ночные температуры уже не поднимаются выше плюс 15 градусов Цельсия, орхидеи заносятся с открытого балкона внутрь квартиры. В дневное время, даже поздней осенью, если температура на улице выше плюс 18 градусов Цельсия, орхидеи по-прежнему можно выносить на открытый балкон. И только с началом ноября, когда даже дневные температуры опускаются к отметке 0 градусов Цельсия, любые прогулки на свежем воздухе прекращаются. Орхидеи содержатся исключительно в квартирных условиях на подоконнике той же самой юго-восточной ориентации. Не прошло и 2 недель с момента выхода прошлого видео о детке фаленопсиса Яра Брайт, как я увидела в основании новой орхидеи вот это. Смотрите внимательно и запоминайте, с какой стороны у орхидеи появилось новое образование. Я долго гадала, что бы это могло быть. Но это нечто так ни во что и не развилось. Больше скажу, этот зачаток не то ли цветоноса, не то ли новой детки до сих пор при орхидее, до сих пор в зеленом и активном состоянии, но не растет. А как думаете вы, почему орхидея, переехав с открытого балкона внутрь квартиры, прекратила развивать это нечто? Как бы то ни было, еще через 1,5 месяца орхидея выпускает новый цветонос с противоположной стороны. Таким образом, мы можем зафиксировать временные границы с момента активации меристемы и до момента выхода цветоноса прошло ровно 7 месяцев. Цветонос начал формироваться в самое темное зимнее время года, когда световой день в нашем регионе не превышает 9 часов. И несмотря на то, что орхидея располагается на очень светлом юго-восточном подоконнике, без дополнительного освещения в этот период времени никак не обойтись. Напоминаю, что всем маленьким, больным и реанимационным орхидеям требуется более продолжительный световой день, нежели здоровым. Световой день для подобных растений должен составлять 14-16 часов в сутки. Не поднимайте светильники дополнительного освещения слишком высоко над листовой массой орхидеи. Расстояние от источника света до листьев орхидеи зависит от мощности светильника. Чем светильник мощнее, тем расстояние до листьев больше. И наоборот. Таким образом, если вы используете светильники небольшой мощности, 10-14 Вт, они должны располагаться на расстоянии 10-15 см от листьев орхидеи. В противном случае, несмотря на наличие светильников дополнительного освещения, света орхидеи по-прежнему будет недоставать. Во время активного роста цветоноса активно развиваются растения-помощники в посадке с орхидеей. В данном случае в одном горшке с орхидеей растет каланхоэ дегримона и кислица. Растения-помощники самым наилучшим образом влияют на активное развитие орхидеи. И пока их размер не превышает размера самой орхидеи, то есть их листья не загораживают листья орхидеи от света, они продолжают расти в одной посадке с орхидеей. В середине февраля у новой маленькой орхидеи началась бутонизация. Я никогда не жду рекордов или подвигов в цветении от маленьких орхидей, которые выросли на остатках стволов прежних орхидей.
Здесь главное, чтобы цветение было инициировано, чтобы орхидея процвела первый раз для дальнейшего бурного развития. Я никогда не лишаю даже самые маленькие растения этой возможности первого цветения. Я не удаляю цветоносы первого цветения, даже если у маленькой орхидеи всего 2 или 3 листа. Напротив, я помогаю молодым орхидеям процвести. Поскольку ничем искусственно синтезированным в уходе за орхидеями я предпочитаю не пользоваться, на помощь мне приходят лекарственные растения. Посмотрите на горшок с этой орхидеей. Вместе с ней растет великолепное лекарственное растение, и это Каланхоэ де Гримона. Но в данном случае не оно будет нам помогать. Каждую орхидею, в том числе новую, появившуюся на пне, я выращиваю с помощью одного лекарственного растения. Каждое лекарственное растение закреплено за отдельно взятой орхидеей. В данном случае для выращивания малышки Яры Брайт используется русский женьшень или лопух большой. Русский женьшень или непростые секреты простого лопуха. Так называлось первое видео об использовании лопуха для орхидей. Все наиболее широко распространенные виды лопуха, а именно лопух большой, лопух малый и лопух войлочный, являются лекарственными растениями. Все они широко используются и признаны как народной, так и традиционной медициной. Лопух – съедобное растение. В Японии из его корней готовят гарнир к мясу и рыбе, добавляют в супы. На Кавказе корни лопуха используются в сыром виде для приготовления салатов. Витаминный состав листьев лопуха представлен витамином С, витаминами группы В, в частности В1, В2, В3, В5, В6, витамином Е и каротином. Но самым ценным для нас является содержание в листьях лопуха обширного перечня аминокислот. В лопухе в орхидейных целях можно использовать практически все: листья, черешки, семена и даже корень. Тройная сила лопуха включает в себя 3 самых ценных свойства этого лекарственного растения: антибактериальное, противогрибковое и противовирусное свойства. Для приготовления настоя для орхидей я чаще всего использую листья лопуха. Вы можете использовать также корень лопуха. Рецепт приготовления настоя из свежих листьев лопуха я подробным образом описываю в прошлом видео по этой теме. Ссылку на видео обязательно оставлю. А в этом видео я покажу вам, как всю зиму использовала настой из сухих листьев лопуха. Листья лопуха заготавливают до появления первых соцветий. В нашем регионе этот период длится до июля-августа. Срезанные листья сушим в тени при постоянном движении воздуха. Заготовленное сухое сырье долгие годы я не храню. Обычно использую в течение 1 календарного года и на следующий сезон делаю новую заготовку. Для приготовления настоя обычно я использую всего 1 сушеный лист лопуха. Я ориентируюсь не на пропорции сухого сырья и воды. Я ориентируюсь на цвет готового к использованию настоя. Разминаю сухой лист лопуха руками в мелкую фракцию сырья. Получается примерно 2-3 столовые ложки сухого сырья на пол-литра воды. Для приготовления настоя я использую фарфоровую, эмалированную или стеклянную емкость. Использую очень хорошо горячую воду, но не кипяток. Температура воды примерно 90 градусов Цельсия.
После заполнения емкости водой накрываем емкость крышкой, закутываем и выдерживаем в тепле сутки. Минимальное время приготовления настоя – 12 часов. Если готовый настой получается слишком интенсивно окрашенным, я развожу его до цвета спитого чая. Часто в комментариях просят показать цвет настоя непосредственно перед использованием. Вот он. Настой должен быть светло-светло-желтого золотистого цвета. Переливаем настой в опрыскиватель и начинаем использовать. Обрабатываем орхидеи по листве с двух сторон, и с тыльной, и с верхней стороны. Количество и кратность обработок не ограничено. Вы можете обрабатывать этим настоем орхидеи хоть каждый день. Единственное и необходимое условие для таких обработок – это чередование травяного настоя и обычной чистой воды. С помощью целебного природного помощника, с помощью тройной силы лопуха, маленькая орхидея полугоду от роду заложила целых 4 бутона. Никаких сомнений в том, что все 4 бутона орхидея раскроет, у меня не было, ведь у нее есть такой невероятно сильный природный помощник. Первый из 4 цветов раскрылся в 20-х числах марта. Он раскрывался невероятно неказистым, но цвет меня просто покорил. Нежный, цыплячий, желтый цвет. Особенно красив этот цвет в лучах утреннего солнца. По мере роста цветка он расправляется, приобретает очень красивую округлую форму и становится просто замечательным. Надо признать, что это не единственная желтая орхидея в моей коллекции, но они все отличаются друг от друга. Разные сорта, разная форма цветка, разный цвет губы и окологубника, все разное. К начальным числам апреля детка фаленопсиса Яра Брайт достигла полного распуска. Все 4 бутона благополучно распустились. Что я могу сказать в этом случае? Размер цветоноса и цветов на нем в разы превышает размер листовой массы этой новой маленькой орхидеи. Тем не менее, без участия какой-либо химии орхидея прекрасно себя чувствует и великолепно цветет. Как я уже ранее говорила, когда растения-помощники в посадке с орхидеей вырастают больше нее самой, я пропалываю орхидеи. Посмотрите на свои экраны. Детки Каланхоэ де Гримона настолько разрослись в посадке с орхидеей, что закрывают своими листьями листья орхидеи. А этого очень нежелательно допускать. Именно в такие моменты я пропалываю орхидеи от лекарственных растений. Надземную часть лекарственных растений я в дальнейшем использую для приготовления настоев, а корневая система остается в посадке с орхидеей. И вот на ваших экранах исторический момент преобразования 2 орхидей из сухих и безжизненных пней в цветущих красавиц. На ваших экранах с левой стороны цветущая детка на пне фаленопсиса Келлион, а с правой стороны цветущая детка на пне фаленопсиса Яра Брайт. А ведь еще год назад эта картина представляла собой совершенно унылое и безжизненное зрелище. На данный момент орхидея цветет уже 1,5 месяца. Она прополота, растит новый молодой лист и чувствует себя просто замечательно. Кто сказал, что орхидея не может делать все одновременно? Растить корни, растить новый молодой лист и цвести при этом? Может, еще как может. А здесь главное научиться понимать ваши орхидеи. А в этом вам поможет плейлист «Фаленопсисы. Вопросы по уходу». Изучив его, вы наверняка научитесь понимать ваши растения.
Без удобрений, стимуляторов и прочих химически синтезированных средств за 10 месяцев я получила вот такой грандиозный результат, используя только экологичные природные лекарственные средства. Для вашего удобства все видео о лекарственных настоях, настойках и соках сгруппированы в отдельный плейлист, который называется «Целебные снадобья для орхидей». В этом плейлисте вы без всяких сомнений найдете информацию о тех природных средствах, которые произрастают именно в вашем регионе и которые однозначно понравятся вашим орхидеям. Изучайте информацию на канале, и пусть орхидеи во всем мире станут счастливее. Не забудьте поблагодарить автора за проделанную работу, поставив пальчик вверх под видео и написав комментарий. А я в свою очередь напомню вам, что 21 минуту вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, обязательно возвращайтесь на канал и помните, что впереди у нас очень много интересного.